Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Ну что сказать, решила в сумочке прибраться, 3 раза вынесла ведро. Поделились со мной добрые люди кусочками мебельной ткани. Конечно же, хочется использовать такую красоту в полном объеме. Ведь с недавних времен 50 оттенков серого стали самым модным цветом. По своему опыту скажу, что самый лучший способ удалить следы клея – это ножницы. Выбираем только красивые, чистые места. При таком способе подготовки тканей к работе получаются кусочки самого разного размера и формы. Вот это нам как раз и нужно. Будем шить оригинальным способом, при котором практически не бывает отходов. Все в дело. Способ этот гениальный в своей простоте и дает невероятно интересный результат. Уверяю вас, окружающие голову сломают, пытаясь расшифровать технику сборки такого полотна. А все просто. Работу начинаем с самых маленьких кусочков. Собираем детали попарно. Следим за тем, чтобы они были примерно одной длины. У нас в работе плотные мебельные ткани, поэтому сначала их прошиваем, потом разворачиваем детали, расправляем швы и прижимаем припуски машинной строчкой. Сначала с одной стороны, потом с другой. Думаю, вы понимаете, что все детали шьем гирляндой, одну за другой. Нитки не обрываем. Бережем нитки, силы, нервы, время и деньги. Закрепки делаем обязательно. Нам потом придется много раз крутить и перекладывать эти заготовки. И будет очень обидно, если шов разойдется. Готовые гирлянды очень легко разъединить. Следующий этап работы – просматриваем заготовки и к каждой паре подыскиваем продолжение. Наша задача – вывести к квадрату или прямоугольнику. Вот здесь надо хорошо все покрутить, поперекладывать и перед соединением деталей по линейке подровнять края. Тогда все изделие будет более красивым и аккуратным. Не забываем про работу с утюгом. Только помните, что у нас в работе мебельные ткани. Они плавятся от горячей температуры, поэтому утюжим их через влажную марлю. В таком способе сборки нет вроде бы ничего сложного. Смотри, крути, складывай, выравнивай, соединяй. А полотна получаются уникальные, эксклюзивные и неповторимые. У меня в это полотно ушли все мелкие обрезки серой ткани.
Я слышала про портного, который различал 30 оттенков черного цвета. А мы сегодня тренировались на сером цвете. Заготовка получилась размером 40 на 70 сантиметров. И что-то хочется мне такую сумку. Структура получается очень интересная. Это сияющие бархатистые ткани и кусочки замши, и имитация рогожки. Ну что ж, зачем откладывать на завтра то, что можно сшить сегодня? Для начала хочется немного укрепить лоскутную часть. Простегаем ее с утеплителем. Так сумка будет лучше держать форму. У нас красивые бархатистые ткани, сложные геометрические формы. Поэтому стежку сделаем прямой строчкой в шов, чтоб ее не было заметно. Когда все готово, определим место для пришивания ручек. Для этого от середины верхнего края в обе стороны отметим по 8 сантиметров. И в эти места пришьем ручки. Дальше подготовим кусок ткани для подкладки, пришьем к нему карман. Совместим лоскутный верх сумки и подкладки. Прошьем по верхнему краю. На следующем этапе работы развернем заготовку так, чтобы с одной стороны была деталь подкладки, а с другой деталь верха сумки, и прошьем боковые швы. Следите за тем, чтобы совпадали места соединений в боковых швах. Оставляем отверстие для выворачивания. После этого формируем дно сумки. В углах вырежем квадраты размером 3 на 3 сантиметра. Дальше эти отверстия разворачиваем и прошиваем. Остается только вывернуть заготовку. После этого зашиваем оставшиеся отверстия в подкладке и делаем отстрочку по верхнему краю. Ну что сказать, сумка получилась милая и симпатичная. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А свои результаты вы можете показать в наших группах ВКонтакте, Одноклассниках. Напоминаю, что полное собрание моих видео вы можете посмотреть на Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!